Всем привет! В этом ролике мы потестим красные артефакты на сову и сможем узнать, насколько усиливают эти красные артефакты. Итак, вначале потестим ее с оранжевыми артефактами. Проверим урон ее против защитного пака и также проверим ее против Утера в Субтере. А после наденем красные артефакты и то же самое повторим. Опять же, хочу заметить, что я делаю много атак, так как тут есть доля рандома, чтобы плюс-минус понять, какой урон у совы будет. Итак, вначале я тестил с 4 героями в отряде, чтобы быстро не пробивать пак противника, и решил использовать такой пак. Атакую полностью защитный пак, думаю, многие уже столкнулись с такими отрядами, где Лустия, Флинт, Офелия, Феникс и Аврора. Много хилов, много щитов, пробить зачастую не получается. Даже в мировой карте этот пак очень крут, и вас не могут пробить, ибо попросту заканчивается время. Но у нас силы гораздо больше, поэтому мы легко должны пробивать, даже используя 4 героев. И знаете, 8 из 10 атак мы пробиваем этот пак, и сова наша наносит чуть больше 2 миллионов урона. Иногда бывает меньше урона, иногда больше, но в среднем это цифры, которые показаны в видео. Далее взял 3 героев, также против защитного пака. Зачастую Феникс в таких боях наш погибал, но урон был всегда плюс-минус одинаковый у совы. Но в большинстве случаев, когда Феникс не погибал, то урон был от 1,3 до 1,4 миллиона. Ну и, конечно, тест против Утера в Субтере. Тестить буду против 15-го Утера, а то против 18-го совсем мало урона у совы. Против Утера я сделал намного больше количество атак, ведь тут мы можем проверить соло урон совы, ну и в конце по остатку жизни Утера понять, сколько урона было нанесено. Кто атаковал в Субтере, может заметить, что урон примерно плюс-минус одинаковый. Скорее, из тех боев, которые я сделал против Утера, в среднем урон совы с оранжевыми артефактами был чуть больше 60% от максимальной жизни Утера. Итак, с оранжевыми артефактами закончили. Далее переходим к красным артефактам и одеваем на сову. И после тестим. Видим, как мы активировали дополнительное усиление навык, ну и, конечно же, дополнительные статы. И также, как и с оранжевыми артефактами, тестил и с красными против того же состава. В боях, где я использовал 4 героев, знаете, я особо разницы не почувствовал. Плюс-минус также побеждал, и оставалось еще несколько секунд до окончания боя, так же, как и с оранжевыми артефактами. Да и урон был такой же у совы. Где-то больше, где-то меньше, но в среднем это чуть больше 2 миллионов урона. Да, я понимаю, что красные артефакты это не прям супер мега баф героя, исходя из статов, которые дает, но все же, как написано, усиливает скилл совы, но жаль, что не написано, насколько он усиливает этот скилл. Далее переходим к тесту с 3 героями, также как и с оранжевыми артефактами. Когда тестил, используя 3 героев, наш Феникс погибал зачастую, но в тех боях, где не погибал, урона уже было немного побольше, чем с оранжевым, примерно 1,4 миллионов урона. Но опять же, я бы не сказал, что это прям уж такой мега баф от красных артефактов. Я увидел, если бы мне сказали выбрать, в каком случае красные артефакты, а в каком оранжевые, я бы не смог понять сразу. Ну и далее переходим в Субтеру, также против 15 уровня Утера. И также, как и в случае с оранжевыми артефактами, в Субтере я сделал много атак. И тут я заметил, что урона стало немного больше, чем в случае с оранжевыми артефактами. На этот раз чуть больше 64% в среднем был урон у совы против Утера. Из тестов против Утера можно сказать, да, что с красными артефактами урон немного увеличился. Но теперь вопрос, стоит ли это того? К примеру, в обычных боях особо этого не заметно, а если и заметно, то баф мизерный. К чему это я веду? К тому, что красные артефакты это очень дорогая штука, и хотелось бы, чтобы урона было хотя бы побольше, чем то, что есть сейчас. Стоит ли брать красные артефакты на сову? Если вы выбираете как первый артефакт на какого-то героя, то я бы особо их не советовал. А если у вас уже много разных артефактов и вам попросту их некуда девать, то да, почему бы и нет. Но всегда нужно помнить то, что красные артефакты не снимаются с героя.
То есть, если героя разработчики взяли, пофиксили, ослабили, то также ваши красные артефакты пропадут с этим героем. Как-то так. Поэтому заранее думайте перед тем, как надевать эти артефакты. А кому ролик был полезен, а уверен, что он был полезен всем, ведь затестить красные артефакты — это очень много ресурсов, и не каждый может себе это позволить. Вот так взять и надеть навсегда эти артефакты. Поэтому ставим лайк, подписываемся на канал, и самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.